Бери view, вот, бери view, все, гори в огне, бери view. Никому это не выгодно. За место HTML под солнцем люди боролись. Они повернулись попой и готово. Всем привет, с вами Егор, и сегодня я хотел продолжить свою серию рассказом про фронтенд. Сегодня я хочу рассказать, из чего состоит сайт. Но если вдруг по какой-то причине вы не смотрели предыдущий ролик, обязательно посмотрите, ссылки внизу. Если вы посмотрели, то обязательно поддержите этот выпуск лайком. Мне нужно 500 лайков и какие-нибудь комментарии, чтобы двигаться вперед. Обязательно пишите комментарии. Такие алгоритмы прошу для себя, для души, чтобы ролики выходили быстрее. И я хочу сегодня тебе анонсировать 3 крутые штуки, которые я планирую начать делать с января следующего года. Так вот, я планирую запустить 2 образовательных курса и 1 мастер-ин-майнд, который позволит вам развиваться. Первый для совсем начинашек, для ребят, которые готовы или не готовы менять что-то в своей жизни, но хотят зарабатывать хорошо. Это курс по HTML разработке, по вебу. То, как стать веб-разработчиком, фронтенд-разработчиком и так далее. Я думаю, как раз для начинашек это очень хорошее направление, поэтому решил его запустить. Второе, для продвинутых, тех, кто уже знает основу программирования и хочет зарабатывать хорошо денег. Это курс по Node.js разработке и как стать крутым Node.js разработчиком за 3 месяца. Вот. Почему за 3? Потому что мне кажется, что будет достаточно вот этого упакованного материала, чтобы хорошенько стартануть. И заодно буду я, чтобы ответить на все вопросы и помочь вам как-то сориентироваться по карьере. И третье, для тех, кто уже продолжает, кто уже на 2, на 3, на 5 работах зарабатывает миллионы долларов и думает, а что с этим делать дальше, может начать спилить свой стартап, может куда-то там занести дяде денег, может что-то делать. Вот, это как раз группа для решения таких вопросов. Так что переходи по ссылке в описании, узнавай детали, пиши мне, все контакты есть, так что общаемся, ищем, смотрим и погнали! Из чего состоят сайты? Смотрите, если обобщить, то раньше сайты это были просто наборы ссылок, страничек с текстом. Да? То есть сайт это по большому счету текст. И очень много было всяких разных площадок, которые конкурировали за это. Из всего вышеперечисленного со временем появился HTML, CSS и JavaScript. Но JavaScript последний появился, да, в цепочке этого, он там такой появился попозже. Но самым главным здесь является HTML. Даже за место HTML под солнцем люди боролись. Смотрите, за JavaScript тоже боролись, но не так активно. Но за стили никто не боролся. Всех все устраивало, неожиданно. Вот, давайте проговорим про HTML и стили. Да, то есть в среднем стили это вот подключенный файлик с каскадами. Что вообще такое стили? Это каскадные таблицы стилей. Именно каскадные. Они падают сверху вниз, оперируют классами и также какими-нибудь атрибутами. Да, но все это не очень интересно. Куда как интереснее то, что можно с этим делать. Потому что есть еще у стилей, например, веб-компоненты. Да? Я хочу сейчас немножко сфокусироваться на том, что у нас под капотом, что такое стиль и какие нюансы есть. Так вот, если мы уже говорим про веб-компоненты, то стили внутри веб-компонентов ведут себя немножко по-другому. Там появляются хосты, там появляются shadow-руты и вообще что-то странное. И по-странному оно себя ведет, и можно в целом и свойства передавать, и CSS variables, и так далее и тому подобное. Целый какой-то отдельный дивный мир. Это веб-компонент. Куда как веселее то, куда движется современный интернет, это такой CSS и JavaScript. Это когда вы можете использовать стили внутри JavaScript. Оно нужно, на самом деле, оно появилось со времен React Native, потому что там не было возможности писать обычные стили и не было необходимости. Вот. И вы могли передавать свойства прямо внутри стилевых переменных. И с одной стороны, это хорошая тема, а с другой стороны, это очень сильно влияет на то, как быстро вы можете разрабатывать на ваш перформанс. Это не самый эффективный и самый быстрый solution. Это CSS и JavaScript.
Есть еще какие-то промежуточные варианты, которые называются Style.jsx. Это когда вы пишете, по сути, React-компоненты, и внутри React-компонента ложите React-компонент, в котором пишете стили с автокомплитами, со всем остальным, если вы затюните свой редактор. Вот, это Style.jsx. Но помимо всего прочего, история стилей помнит и такие нюансы, как Sass. Да, это первые попытки написать отдельный язык, полноценный, с переменными, циклами и прочими функциями для обработки стилевых свойств, для того, чтобы какие-то куски стилей или тем, а важно было именно темы, мы могли генерить, передавая какие-то переменные. Например, акценты, номера гэпов, например, если у нас сетка 4-пиксельная или 8-пиксельная, или там какой-нибудь 5-пиксельная, может, очень странная сетка. Так вот, если мы хотели как-то передавать или делать миксины, то есть расширять обычный P, например, цветом, использовать везде одинаковый цвет шрифтов, размер шрифтов, или наоборот, все пересчитать в емах и ремах, то Sass был вообще королем балла. Помимо Sass также еще был Less. Почему я говорю «был»? Многие проекты до сих пор их используют. Либо Sass, либо Less, либо еще какие-то варианты. Все потому, что сейчас в них нет никакой необходимости. Они нужны были только для вот этой задачи. Кастомизация и темизация. Больше никакой великой функции они в себе не несли. Конечно, каждый из них предложил свое мега-решение, но вам нужен был уже тогда отдельный Sass или Less-программист. Вот. А помимо всего прочего, у вас еще был Stylus, который, помните, был, да? Вот. Посмотрите вот по синтаксису, что они предлагают. Они предлагают отсутствие, например, точек, запятых и скобочек. Ну, это же то, ради чего стоит целую машину завести и увеличить сборку, время сборки и область наших знаний. Потому что человек будет читать, тут в стиле так, тут у нас документация так, на Stack Overflow у нас в 3-м стиле, нам надо везде постоянно все копировать и переписывать. Это же так удобно. Вот. Помимо всего прочего, в какой-то момент у стилей появился PostCSS. Ну, где-то вот между современными стилями и Sass появился PostCSS как постпроцессор. То есть, если Sass и Less это препроцессор, это мы берем отдельный язык, потом переворачиваем и делаем стили, то PostCSS делает наоборот. Мы берем стили, переворачиваем, что-то там какие-то мэджики, и получаем чистые стили. Да? То есть у нас стили со звездочкой. Вот. И в целом он тоже какую-то свою лепту внес, но я бы не сказал, что это что-то хорошее. Это вот примерно вот так. Это какая-то война за стили. Это какое-то сражение, это баталия. Мы должны всех убить, доказать, что наш подход лучше, чем другой подход. Мы должны всех уничтожить. Но если говорить про HTML, то в HTML немножко другая история. Я зачем это все рассказываю? Я рассказываю про стили, чтобы вы поняли, сколько там всякого говна. Не с целью вас научить этому говну, а с целью просто обозначить, что говна много, но важного среди них ничего нет. То есть неожиданный поворот событий в том, что вам надо выучить просто CSS современный, не погружаясь ни в веб-компоненты, ни в Sass, стилусы, ни в PostCSS, вам это не нужно. Практически никогда. Если вы понимаете базовый CSS, этого достаточно. Неожиданно этого достаточно почти для всех кейсов. Если вам надо будет углубиться в какую-то отдельную нишу, когда понадобится, тогда и углубитесь. Окей? Давайте вот с HTML попробуем провернуть такую же идею. Например, у нас есть HTML5. Но смотрите, у нас есть текстовое отображение HTML, как HTML, а есть у нас такое понятие, как DOM. Это аннотация, когда мы получаем JavaScript объектом HTML. Мы будем говорить про обычный HTML. Неожиданно, чтобы выучить HTML, нам надо выучить всего-то около 10 тегов. То есть 10 тегов хватит всем.
половина из которых автогенерится браузером, если вы их вдруг пропустите. А почему оно автогенерится? Потому что люди часто их пропускали и забывали, и браузеры решили на этом поставить точку. Потому что раньше можно было не закрывать какие-то теги, ну типа ты открыл таблицу и забыл ее закрыть. И браузер такой, ну окей, я за тебя закрою, чтобы не взрываться и не ломаться. Вот. Но были попытки убить HTML. Например, Microsoft Servlet. Его обычно называют Servlet, потому что Silverlight на русском как-то не очень звучит, а вот Servlet вообще вполне нормально. И DPF, потому что W, не WPF, а DPF. Вот. Короче, Microsoft 2 раза попробовал убить HTML. Первый раз не взлетело, но тогда был Flash. Flash был хорош. Помните Flash, да? Когда вы последний раз пользовались Flash'ем? Вот. Он тоже пытался это сделать со стороны Adobe. Вот. Не получилось. А вот и Adobe. Смотрите, Adobe вообще решила, что HTML это говно. Вот. HTML никому не нужен. Потому что HTML это какой-то подсинтаксис XML, да, какой-то отдельный, там уже кастомный, настроенный XML. Так вот, они предложили PDF, который позволял бы иметь документы, которые бы скейлились. То есть вместо того, чтобы мы мучились с респонсивом, адаптацией, потому что HTML так не умеет из коробки, они предложили DPF, который всегда скейлится. То есть он гарантирует вам том, что структура не развалится при разных разрешениях, будет постоянный зум. Вот. Короче, они предложили PDF, и PDF до сих пор жив, но мы им пользуемся как? Отправить кому-то документ, получить какой-то документ, сконвертировать документ, что-то там с документом. Но это была попытка избавиться от HTML и переделать интернет под PDF. Почему не получилось? Да, все очень просто. PDF намного тяжелейший формат, его неудобно писать с точки зрения людей. Если вы посмотрите source-коды PDF, увидите, что там просто страшно. Вот. Поэтому не взлетело. Ну и Silverlight по тем же причинам не смог захватить рынок, потому что он требовал тоже кучу всякой нотации. Но посмотрите, этот код похож на современный код, которым мы в современном JavaScript пользуемся или пишем современные какие-то штуки. Вот это Silverlight. Но были попытки и попроще. Ну, типа, зачем менять все, когда мы можем HTML сделать уютнее, убрать, например, лишние там скобочки, кавычки, открывающиеся, закрывающиеся теги. Это неудобно писать. Давайте писать как на паге, да? То есть мы будем писать сокращенную нотацию HTML, потому что мы раньше HTML писали темплейтами. То есть мы не имели компонентов, но мы имели очень много темплейтов. А каждый темплейт хорошо, если он круто и быстро читается, да, вот так по диагонали. И вот пак в это время был королем. То есть на нем писало много людей, все переходили туда, потому что писать HTML, он всегда монструозный, он всегда объемный, и его очень тяжело читать. В сравнении с пагом, например. Вот. Но пак умер. Были еще попытки сделать, когда было времена шаблонов, шаблонизаторов, были еще попытки, например, у Mustache, да, когда нам надо было уже JavaScript объект разложить красивенько по HTML шаблонам и красивенько все отрендерить. Нам нужны были циклы, нам нужны были вставки. У нас не было мультилайн строки, и из-за этого появился Mustache. Как появилась мультилайн строка, Mustache тоже остался не нужен. Вот. Помимо всего прочего, есть еще такие наработки древности, как Sencha XT.js. Если вы никогда не слышали, это отдельный подход написания HTML через конфиги. Когда вы пишете огромный-огромный JSON, описываете всю структуру вашей страницы в JSON, и по этому JSON отдельная машина выгенеривает вам сайт. Sencha до сих пор жива, неожиданно. Вот. И все у нее хорошо, потому что это самый быстрый способ собрать веб-сайт, огромнейший веб-сайт для корпораций сегодня. Я думаю, это один из самых быстрейших способов.
Вот. И раньше люди активно пользовались, и я пользовался, потому что надо было собрать достаточно красивый сайт, который бы решал много разных задач. И никто не хотел ковыряться ни в стилях, ни в HTML, ни в чем. Хотели просто, ну, типа, как в винде, окошки, чтобы все ездило. Вот. Сенчи — это вот это решение. Ну, очень похоже на то, что мы раньше видели в Delphi, в Borland, или то, что вы можете увидеть у кассиров на кассе, когда они что-то заполняют, пикают ваши там товары. Это очень-очень похоже. Компонентики с настроечками. Но если вы задумаетесь, то сегодняшний интернет, это же тоже мы двигаемся к тому, чтобы мы компонентики из UI-китов перетягивали, вот так вот оп-оп-оп, собирали страничку. Никто не хочет возиться с HTML, потому что вот это HTML — это не текст, да? То ли дело Markdown. Вот. И поэтому в конечном итоге люди начали отказываться от HTML, и появился так JSX. Когда мы вместо того, чтобы писать и мучиться с классическим HTML, шаблонами, с какими-то там вариантами, люди начали эмулировать HTML, то есть визуально плюс-минус HTML, да? Но дает дополнительные фишки и бонусы и позволяет как-то его валидировать, потому что, как я говорил, браузер с древних времен научился эмулировать поведение HTML, и каждый браузер раньше это делал по-разному. И вы могли в одних браузерах иметь одно отображение, одни костыли, одни там что-то взрывается, а в другом браузере все нормально. Вот. JSX решает много проблем сразу. Вот. Это не говорит, что он самый супер-пупер решение, но это то, куда мы пришли, заменяя HTML. Вот. Но многие фреймворки остались все еще в парадигме HTML, типа PAG, когда мы предлагаем отдельный дополнительный синтаксис внутри HTML, который не является HTML напрямую и не поддерживается браузерами напрямую. Ну и, JSX тоже не поддерживается. Так вот, это дополнительный синтаксис, темплейты, они пришли вот со времен старого доброго интернета, когда мы в темплейты просто пытались ставить какие-то данные. Вот, Angular живет на шаблонах. Но чтобы шаблоны работали, с ними на самом деле очень-очень много возни. Вот. Но и помимо всего прочего, вам надо знать хорошо, как шаблон себя ведет, как вы его будете дебажить, и куча дополнительной ерунды. Помните DPF? Помните Silverlight? Помните, что с ними стало? Вот то же самое. Короче, это все какой-то переломный момент, потому что разобраться во всем этом, выучить все это сразу потребует очень много времени. Но в реальности вам все еще, как и со стилями, нужно знать просто HTML. Если вы разберетесь в 10 тегах, 10, да, вот пальцы двух рук, тегах, запомните, зачем они нужны, то в целом вы уже знаете HTML достаточно хорошо. Плюс вы разберетесь там в порядках 50 базовых свойств в CSS, и вы уже достаточно крутой молодец. Но что касается JavaScript. С JS, конечно, вопросов побольше. Потому что вокруг JS с, наверное, 2015 года все и вертится. Потому что JavaScript — это целый мир, целая вселенная. Потому что мы где-то начинали с того, что мы брали jQuery, и, если помните, что такое jQuery, и начинали как-то управлять HTML. То есть задача JavaScript в первую очередь управлять домом HTML, обрабатывать какие-то действия и давать какой-то результат. Но в современном мире мы управляем не только домом, но и CSS-омом. Это то, что стили. Да? То есть мы хотим менять цвета, мы хотим добавлять разные свойства, анимации. И это вот так вот сильно расползается. Да? То есть вы не можете быть хороши в анимациях, вы не можете хороши быть в бизнес-логике, работе с данными, в алгоритмах. Это очень-очень много разных направлений. Вот. Но jQuery решал очень много задач, связанных вот именно с этим вот всем разбросом, одинаково, то есть одним и тем же молотком. Поэтому он был популярен.
со временем или параллельно ему развивался CoffeeScript. Опять же, та же самая идея. Вот нам синтаксис базового языка не нравится. Он слишком громоздкий, надо много писать кода. Вот, CoffeeScript как раз говорил, давайте писать вот так же, как и Pug. Давайте вот Pug, SAS, CoffeeScript. В одном стиле будем писать все сразу. Вот. И вот с этой идеей очень долго развивался Ruby on Rails. Да, ты знаешь Ruby, ты знаешь немножко базовый JavaScript, немножко базовый HTML, немножко базовый CSS. Ты можешь написать любой большой сайт. Например, GitHub или Twitter. Вот. CoffeeScript сделал им жизнь. А помимо всего прочего, JavaScript славится тем, что его надо собирать из разных интернет-пакетов, а также его надо минифицировать, потому что в браузер ты не будешь писать тот же самый JavaScript, который ты пишешь в разработке. Его надо сжать, чтобы он меньше мегабайт ел, и отдать клиенту. То есть как-то надо его еще готовить дополнительно. Поэтому был грант. Да. Я сейчас вспоминаю всякие древние штуки с одной простой идеей, чтобы вы обратили внимание, сколько всего было, примерно столько же всего будет. Не будет какого-то финального варианта типа JavaScript, который всех устроит. Нет, его не будет никогда. Эта гонка вооружений будет продолжаться все время. Но давайте быстренько пробежимся. Например, грант, Gulp, Web... Browserify, вспомнил, Require.js, Webpack, Yeoman, NPM, Yarn, Babel, Ban, они все, помянем их хорошим словом. Минутка молчания всем этим ребятам. Но они сделали наш современный интернет таким, каким мы его знаем сегодня. Короче, основная задача фронтенщика уметь плавать между всего этого говна и не утонуть. Потому что все спорят и все доказывают, беги сюда, качай вот это, тебе нужен Yarn. Нет, все, Yarn умер, Yarn второй версии, посмотри, на 2, нужен второй. Потом NPM прибегает и говорит, нет, все, Yarn второй плохая штука, давайте просто обновим NPM. И вот это вот, оно все продолжается, и каждая штука как бы звучит очень круто. Потом прилетает бан и говорит, да на говно. Мы так можем бесконечно изучать всякие технологии, пытаться их внедрять, но, как я говорил в предыдущем ролике, хороший сайт – это прибыльный сайт. Тот, который можно сделать быстро и зарабатывать деньги. Это немножко другая задача. Поэтому нам, как фронтенщикам в данном случае, надо хорошо разбираться в том, что, во-первых, не бежать во все стороны сразу, да, то есть выучить базовый CSS, базовый HTML, выучить немножко JavaScript, хотя бы базу, да, работать со стилями без фреймворков, да, просто голый HTML. Пускай jQuery, да, потому что jQuery со временем внедрили прямо в браузер. То есть этот синтаксис поддерживается напрямую браузером нативно. Вот, поэтому вы можете научиться работать с домом и CSS просто руками. И тогда для вашего понимания ваш фундамент станет крепче. То есть вы как фронтенщик сможете, я понимаю, как это может работать. И сможете решать больше задач. Вот. Короче, это первая часть марлезонского балета. История, считайте, история всякого говна, которое было во фронтенде, и которое не нужно учить, не нужно туда погружаться. Все это... Как же делать сайт? Если нам не нужны вот эти фреймворки, всякие модные штуки. Во-первых, надо понимать, что такое сайт. Это как минимум страница. Да? То есть, когда мы говорим, что сайт это страница, и нам надо научиться ее делать быстро, мы же хотим делать прибыльный сайт, да? То есть мы не можем делать ее годами. Вот. Поэтому нам надо ее разбивать на кусочки. Научиться делить большое к маленькому. Помните вот силу маленьких шагов? Это все то же самое, только в вебе. Мы берем страницу, делим на темплейты, темплейты делим на организмы, организмы на молекулы и молекулы на атомы. Это называется Atomic Design. Это такой подход к разработке и к верстке, который позволяет делать ваш сайт быстро и эффективно. Что это значит?
мы разбиваем всю нашу страничку. А если мы знаем, что у нас страничек 5, мы ищем похожие штуки и разбиваем их на шаблоны. То есть, например, у нас одинаковые кнопки на сайте. Круто. У нас кнопки, картинки, вот какой-то компонентик. Это все выглядит однотипно. Мы на это все рубим, делим и так далее. Предположим, у нас вот есть какой-нибудь там ВКонтакте или Инстаграм. Мы берем вот эту вот штучку в ленте, один скрин, и начинаем его дробить на независимые друг от друга элементы. И дробим до тех пор, пока их уже нельзя разделить. То есть это совсем мало. В какой-то момент мы должны остановиться. То есть нам не нужна вот жесткая такая градация, она нам нужна, пока мы тренируемся. Для того, чтобы мозг запомнил, как разбивается, на какие кусочки можно разбивать и делать это эффективно. И когда мы разбили, мы верстаем маленькие штучки, и из маленьких штучек потихоньку собираем целую страницу. И вот мы делаем много-много таких итераций, и со временем начинаем понимать, окей, как это все сделать. Чтобы потренироваться, я советую зайти на SketchUp Source. Там есть очень много готовых дизайнов от дизайнеров, которые вы можете просто скачать, открыть, например, в Figma, и таким образом просто оттестировать ваши скиллы, отточить их, пока они не станут совсем острыми и отточенными. Вот как-то так. Как-то так. Шаг номер 2. Как только вы научились верстать очень-очень быстро, я предлагаю вам не начинать работать с Angular. Я для учебы предложил бы вам использовать либо React, либо Vue. Несмотря на то, что вроде бы как погружение в Angular намного лучше, но для того, чтобы набить руку на создании веба, вам лучше то, что очень хорошо подходит для работы с маленькими компонентами и до этапа создания целых страниц. Вот на этом этапе вы, когда точите свои навыки, их лучше всего точить на React или Vue. На Vue, потому что там хорошая документация, и вы можете быстро в это все погрузиться с простыми примерами. На React, потому что это самый удобный инструмент из адекватных, на котором вы можете научиться делать быстро компоненты. Все остальные штуки, дрюки и фреймворки медленнее и будут неэффективны, и заточены на другое. Вот, вы берете их и полетели. То есть я рекомендую, во-первых, брать React с помощью Vite. То есть Vite — это, по сути, сборщик, который позволяет вам подсобрать проект целый, готовый, чтобы вы могли сфокусироваться только на решении ваших задач. Как он будет выглядеть? Он будет примерно вот так выглядеть. Вы можете выбрать либо React, либо Vue, и переключаться у вас будет одинаковая структура проекта, что вам будет еще намного проще. Вы сможете быстрее стартануть, потому что настраивать проект с нуля не нужно ни в коем случае, совсем-совсем с нуля. То есть нам нужны какие-то бутстрапы проектов для того, чтобы мы могли поработать над чем-то своим. Вот, поэтому Vite, запомните, Vite, React, либо Vue, SketchUp Source для тестирования наших навыков, чтобы мы могли отладить и быть уверенными, что мы хорошо можем и быстро можем стили, HTML и JavaScript. Простенький. Вот. И наша задача сфокусироваться только на самых простых вещах, не распыляясь на эти все модные штуки. Потому что вы можете знать много модных штук, но без фундамента с вами очень тяжело будет говорить, и я бы таких сотрудников особо не нанимал. Вот. С Vite вообще, во-первых, все просто, потому что у него есть хороший bootstrap, хорошая документация, все очень чистенько, аккуратненько, современно. Я считаю, это лучший способ газануть. Вот. И опять же, возвращаясь, почему я на этом сфокусировал свое внимание? Потому что нам надо научиться делать из простого сложное, а не делать сразу сложное. Потому что если бы я вас попросил сразу нарисовать человека, нарисуй мне как да Винчи человека, который там с кучей рук,
то, скорее всего, вы обосрались, да, вы бы не справились и ушли бы недовольными. Но если бы я вам сказал, слушай, нарисуй просто такого человечка, кружочек, палочки, ножки. Окей, а давай теперь обозначим, где у него суставы, где у него рука, давай нарисуем овал, возьмем простые фигуры и будем так потихоньку усложнять, то вы с большей вероятностью нарисовали бы итогового человека достаточно качественно. Примерно то же самое и в вебе. Пропуская ступеньки, вы рано или поздно ляснетесь головой. Вот. Простые фигуры, простые элементы. Помните Atomic Design. Вернитесь, если вы вдруг не научились верстать за все эти годы. Даже если вы бэкэндщик или вы используете модные какие-то технологии, вернитесь и пройдите эту школу еще раз. Короче, в любом случае для быстроты и скорости нам нужен навык, а навык это практика. Без практики это все не имеет смысла. А практиковать что? Да? Вот, как я вам показал, вы можете побежать во все стороны. Очень много вариантов, и обосретесь. Поэтому веб я считаю, что сегодняшние веб-разработчики это один из самых сложных этапов для старта, потому что там просто помойка. И на каждом проекте будет какая-то комбинация из какашек, с которыми, скорее всего, вы никогда не сталкивались. И вам надо быть достаточно храбрым, чтобы в это говно нырнуть с головой. Вот. А для того, чтобы не бояться, у вас должен быть фундамент, на котором будет базироваться ваша уверенность. А для этого нужна практика. То есть, как минимум, то, что я вам говорил с SketchUp-сорсом, проделайте это упражнение хотя бы 2-3 недели подряд. И это даст вам очень-очень много уверенности. Вот. Это как React, Angular, которые дерутся. Да? Это как война фреймворков. Давайте вот это вспомним. Помните еще, пока мы вот тут про базу говорили, есть же еще война фреймворков Angular, React, Vue. Кто кого в нокаут? Вот, давайте с этим разберемся, чтобы вы долго не выбирали. Я, например, хотел бы вам рассказать идею React, потому что она достаточно простая. Предположим, вот у нас есть кнопка, вот просто такой вот HTML. Мы его просто сверстали. У нас есть отдельно сверстанный калькулятор, это функция. У калькулятора есть, смотрите, есть методы, это объект, который возвращается. Но также у нас есть какие-то действия. Положить число, достать число, добавить, разделить. То есть какие-то 4 метода, которыми мы делаем простенький калькулятор. Это класс. Да? То есть мы создаем класс калькулятор, у которого мы можем вызывать методы. Вот таким вот образом, цепочкой. Set, add, divide. Да? Просто для красоты, по приколу. Вот так. Chain мы делаем. Вот такой вот код мы написали. Так вот, в конечном итоге мы можем сделать get и получить результат. То есть, почему это очень похоже на React? Потому что у нас есть падение объекта сверху вниз. То есть, у нас есть состояние, мы его пропускаем вниз через компоненты и в конце говорим, дай мне это состояние и нарисуй. Вот. Здесь мы делаем то же самое. Вот наша функция рисования. То есть, у нас есть кнопки, есть функция render, которая делает, видите, из калькулятора get. То есть мы можем в любой момент вызвать функцию render, она сделает get из калькулятора и вставит его в HTML. Вот. И на любые действия, например, на клик, мы можем добавлять, вычислять. И внизу, если обратите внимание, в каждой функции, на каждое действие у нас есть render. Вот. И мы точно знаем, что калькулятор всегда отрендерит текущее состояние. Вот такая вот идея React. Супер простая, супер банальная. Вот. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот. Ну, например, я ввожу число 12, ну, там, 12. Я его делю, например, удваиваю и делю на 2. Ну, вот, просто вот такими вот действиями. Очень криво написано, но вы поняли идею. И видите, что в HTML цифра меняется. Это и было нужно показать. Да? То есть, по сути, весь React, можно его заимплементировать без React на голом HTML и JavaScript супер просто. Вы можете это сделать сами. Ссылки есть внизу на такой проект, можете поиграться, поэкспериментировать и сами во всем убедиться. Вот. Но давайте для честности потестируем Angular. То же самое. У нас есть APA, в которой мы все делаем. У нас дополнительно появляется обзервер.
Что такое observer? Мы расширяем у объекта любого, который мы положим, свойства get и set. То есть мы всегда делаем get и set, и внутри этого сета, ну, например, внутри сета, мы дергаем функцию. Функция будет выполнять наш рендер. И смотрите, как это выглядит. То есть нам тогда уже нужен более сложная конструкция. То есть нам нужен компонент, который будет рисовать, например, children'ов, вложенные HTML. Вот каким-то таким образом. Ну, то есть для простоты мы будем просто удалять из HTML все. И, ну, то есть мы удаляем вот отсюда изнутри все, а потом пробегаем по всем HTML-нодам по дому и каждый отдельно заново рисуем и добавляем. Да, то есть мы рисуем и добавляем. И вот тогда наш фреймворк будет выглядеть вот таким вот образом. У нас есть attach элемент, где мы выбираем наш вот тот div, который мы в HTML нарисовали, и делаем рендер. Вот. То есть рендер, мы вот этот рендер chilled делаем. И тогда мы можем делать отдельные компоненты. Например, текст, да, который расширяет наш класс компонентов. Да, все, что делает компонент, умеет рисовать. Грубо говоря, каждый компонент умеет себя рисовать в дереве, да, и все, больше ему ничего не нужно. Как он себя рисует, мы вот функцией рендера указываем. Мы говорим, что это у нас за компонент, то есть мы ему добавляем, например, фрагмент, чтобы проще было, и мы храним текст, состояние. И вот каждый раз, когда мы хотим отрисовать, мы делаем рендер и фрагменту присваиваем текст. И тогда наш итоговый фреймворк может выглядеть вот таким вот образом. У нас есть функция render уже в каком-то рутовом компоненте. Мы создаем children'ов, например, массив children'ов, например, текст или такой-то текст. Ну, например, мы можем вот через если у нас есть description, то мы добавляем текст. Если нет, то нет. То есть, по сути, массив для того, чтобы потом вот в итоговом компоненте пробежаться по массиву и отрендерить нужных детей. Вот и все. Но самое главное, вот этот observer, вот это поле state, мы его оборачиваем в observer. Помните observer? Да? И каждый раз, когда мы перетираем объект state, например, вот так через assign, у нас есть re-render. Вот, очень-очень муторно, но, грубо говоря, вы понимаете идею. То есть, если у нас есть состояние, мы его меняем, у нас есть элементы, вот, которые мы вот так вот можем создавать с именами, мы их можем заатачить какой-то рутовый проект, вот здесь, то мы можем сделать Angular-подобную штуку. То есть, мы просто, смотрите, вот апогей. У нас есть upstate, например, description, мы его меняем просто в интервале. Мы никак не взаимодействуем с HTML напрямую, вообще никак. Мы про него забываем, оно у нас там спрятано в нашей магии. И каждый раз, когда мы меняем свойства, например, state, у нас происходит мутация, и мы все делаем. Ну, грубо говоря, давайте вот посмотрим, как это выглядит. Вот, видите, у нас тут все меняется, у нас просто setTimeout меняет state. И этот state вызывает перерисовку вот, автоматически. И вот эта вот автоматическая штука через observer, это и есть идея Angular. Для того, чтобы мы писали мало кода, когда мы делаем бизнес-логику. То есть у Angular муторные HTML-шаблоны, которые нужно долго писать самим, но гораздо быстрее. Видите, у нас вот там бизнес-логика, она в самом конце, где мы делаем set, она короче. То есть в React мы все-таки рендером управляем сами, и из-за этого у нас код и бизнес-логика, они где-то перемешиваются и становятся достаточно объемными. В Angular этого не происходит, и бизнес-логику проще отлаживать в Angular. Вот. Это основные два отличия. Короче, если говорить про шаблонизатор, который есть в Angular, ng-if и вставки вот эти, это все, конечно, не очень. Мне лично не нравится, я сталкивался, но смотрите, если мы говорим про React, то на самом деле тут же тоже есть шаблонизатор, но он является JSX, если вы посмотрите, он просто рисует create элемент функцию. Очень похоже, как я вам показал на примере Angular. Если бы я имплементировал Angular с нуля, то он бы был больше похож на React под капотом современный. Вот. Но мне проще работать с обычным HTML визуально, чем с этим.
Вот эта вот магия JSX, она делается на уровне компиляции. То есть компилятор внутри вашего JavaScript, например, Babel, умеет это делать хорошо. Окей. Это все еще можно назвать AST-деревом. То есть, потому что для меня вот этот HTML и div являются просто функцией. Функция раскладывается на AST-дерево. И, грубо говоря, любой мой JavaScript-код, он тоже раскладывается в AST-дерево. Видите, тут компоненты, переменные. У всего есть класс, идентификатор. И вот именно пользуясь AST-деревом, мы можем делать магию React реальной. Да? То есть, когда мы работаем визуально с одним кодом, а браузер видит код по-другому, так как он его понимает. Если говорить про Angular, то AST-дерево напрямую получить невозможно, и нужен еще какой-то предкомпилятор, который возьмет шаблонную строку, которая шаблон, он же не является объектами, преобразует ее сначала в JS-объекты, а потом можно будет работать как с AST-деревом. И получается, в Angular у вас есть дополнительный шаг в работе над... который нужно проделать перед тем, как вы сможете напрямую что-то закинуть в браузер. Вот. Все-таки в React это побыстрее сделано. Вот такая разница. Но бизнес-логику писать в Angular проще и управлять ей. Вот как-то так. Что касается третьей вещи, то есть если с фреймворками мы поняли, то есть большой разницы между ними нету. То есть вся эта война, она минорная. То есть одни ребята используют обзерверы и имеют просто простое управление бизнес-логикой. Другие не используют обзерверы и работают с чистыми объектами, без каких-то мэджиков, и управляют всем сами. Более управляемый код, более предсказуемый. Вот в каком-то таком вот мире мы находимся. То есть выбирать все равно вам. То есть я бы не сказал, типа, бери view, вот, бери view, все, гори в огне, бери view. Я бы так не сказал. Это хранение состояний. То есть мы проговорили о том, чтобы мы понимали, с чем мы работаем. То есть мы работаем с HTML, JavaScript, стилями. Мы выбираем какой-то фреймворк, потому что без фреймворка современный веб не делается. То есть мы выбираем тот, на котором мы можем быстро делать страницы из маленьких компонентов. То есть просто вот таким вот простым способом. И после этого мы должны решиться, как мы будем работать с хранением состояний. И вообще, нужно ли нам с ним работать? То есть про состояние говорят много. То есть вы откроете интернет, любой вобьете Angular, React, Vue, неважно, любой фреймворк. Вам сразу будут рассказывать про state management и как это важно. А я хочу сказать, что, возможно, это и не так важно. Давайте об этом подумаем. Смотрите, какая проблема. Первая проблема в том, что раньше было очень много рекламы. То есть сам по себе сайт – это просто документ, очень похожий как Adobe. Да, Adobe старался засунуть свои документы в интернет. Так вот, страничка сайта – это просто документ. Она скучная сама по себе. Но реклама, чтобы привлекать внимание, помните такие прицелы? Нам надо прицелиться и стрельнуть или нажать на кого-то. Вот. Они раньше делались на флеше. И вот флеш это как маленькие виджеты, как внутри большого скучного сайта у нас есть динамический кусок, который выполняет какую-то логику, независимо ни от какого сайта. Так вот, React именно и заточен на то, чтобы делать динамические виджеты. То есть не обязательно весь сайт делать на React. Вы можете сделать маленький сайт на React. То же самое вы можете сделать на Angular. То есть у вас может быть абсолютно весь сайт статичный, просто HTML. И маленький кусочек на Angular. Именно так раньше разработка и велась. И это называлось виджеты. То есть вас могли нанять как веб-разработчика сделать виджет. Например, погоды или какой-нибудь виджет подсчета курса валют или просто график какой-то нарисовать. Просто маленький компонентик, самодостаточный. И он просто встраивается напрямую в сайт. Например, как в Stripe сегодня встраивается система платежей. Вы просто берете виджет Stripe, вкидываете в сайт и готово. Вам не надо ни NPM, ничего, вам просто надо готовый виджет, iframe вставить в сайт. Или как YouTube Player с роликом, или еще какие-то виджеты. Короче, виджеты тема. Вот.
И вокруг них раньше вертелся весь интернет. Потому что все хотят виджеты. Все хотят виджеты и сегодня. Котиков, каких-то крутых вещей. Google вообще построил всю свою политику на своем сайте через виджеты. Потому что когда ты заходишь с телефона, зачастую ты даже не видишь сайта, который я как разработчик пытаюсь продать. Я остаюсь в рамках виджетов. Ну, например, Википедия в Гугле это виджет. Вот. Ну, это же круто, когда все виджеты. Вот. Но в какой-то момент в мире появилось зло, великое зло, которое называлось Redux. Дэн Абрамов, все дела. В чем идея? Идея в том, что есть некий стор. Это состояние нашего приложения, которое хранится везде. Оно независимое, оно чистое состояние, как Грааль. Оно независимое, чистое, прекрасное, классное. Вот. И для того, чтобы мы его хранили, нам нужны простые штуки. Нам нужна любовь и ненависть. Нам нужен стор, вот, в котором мы будем сохранять объекты. То есть мы будем брать его где-то в API-шке через какие-то экшены и ложить его в стор. Ну какие же экшены? Через API-вызов. Вот. А экшенами мы будем вызывать изменение состояния, которое будет вызывать серверный метод, который будет ложить данные в стор, а нам еще надо редюсить их и мутировать стор каким-либо образом. Так вот, это все нам позволяет иметь снапшоты состояний в момент времени. Каждый раз вы будете знать, что и как поменяло ваше состояние. И это хорошо, когда у вас данные не летят со всех сторон независимо, а сохраняются в сторе. Вы можете дебажить и понять, что привело ваше приложение к такому состоянию. Это даже прикольная идея с точки зрения того, что я могу посмотреть как пользователь, если произошла ошибка на сайте, какое состояние было у пользователя до того момента, как что-то взорвалось. Вот. Но для этого мне нужно написать очень много кода. Просто дофигища кода мне надо написать. И это бойлерплейтный код. Просто его надо очень много писать одинакового бессмысленного кода. Вот. И люди очень долго пытались изучать, как бы его сделать попроще, реактивнее. То, что называется реактивность, это реакция на изменения состояния. То есть не реакция на изменения, что новые данные пришли, а реакция на изменение состояния. То есть если новые данные пришли, но они не изменили состояние, то ваше приложение никак не изменилось. Вот. И в этом вся проблема. То есть надо писать очень много однотипного кода руками для того, чтобы решать простую задачу. Когда раньше надо было просто сходить на сервер, взять данные, положить в приложение и вуаля. Да? И мир где-то в этом состоянии застрял. Я на самом деле удивляюсь до сих пор, когда люди говорят, что они используют Redux. Redux очень медленное говно. Вот. Настолько медленное, ну, оно медленное со всех сторон. То есть оно замедляет вам приложение. То есть ваше приложение рендерится, ну, отвратительно, плохо. Во-вторых, вы тратите очень много времени на написание вот этих бойлерплейтов. Даже если вы их генерить будете или как-то настраивать, вам надо, как ученому, мержить разные объекты, менять состояние, поддерживать его консистентность постоянно. Что требует иногда написания очень сложных костылей, потому что изнутри состояния вам непонятно, в какую API-шку ходить. Вам надо иногда вызывать цепочки API-шек, потому что состояние размазано на сервере по разным вызовам методов. Если одно изменилось, то оно связано с другим состоянием. Ну, короче, вам приходится городить целый большой винегрет. Вот. Куда как проще, чтобы разобраться с состояниями без редакса, просто вот не умереть, я предлагаю посмотреть на Zustand. Zustand, может Zustand, вот. Он намного проще и позволяет вам... Короче, в Zustand намного все проще. У вас точно так же есть store, точно так же у вас есть... возможность управлять состоянием, ложить туда что-то, доставать из него чего-то там. Примерно как в редаксе.
Но с одним большим исключением. Вам не надо городить огромные бойлерплейты, и вы можете просто поиграться со стором. То есть, по сути, стор является вашим... Ну, есть паттерн программирования, называется store. Он называется, сейчас дайте вспомнить. Вообще он называется издатель-подписчик, вот, если на русском. Так вот, и это вот та же самая идея. Вы создаете репозиторий. Короче, вы создаете вот этот издатель подписчиков, создаете хранилище, где хранится состояние. У вас есть метод менять это состояние, ходить туда-сюда. Ну и все. То есть у вас есть всегда инициализация стора, когда вы в этот стор что-то ложите. И можете как-то на это реагировать. В целом вам даже не нужен Zustand, если вы на реакции, у вас там есть reduce, reduce и все. Короче, какие есть проблемы с состояниями? И почему я так очень недоброжелательно про это все говорю? Потому что, скорее всего, у вас там уже кипит, как так, у меня на проекте мы используем, и все супер, ты не понимаешь, вот реселект, вот там... Я уже даже забыл, как называются эти все библиотеки. Вот все с помощью них куда как круче, функционально, вот, чистые состояния. Но проблема в том, что в большинстве случаев, в большинстве реальных кейсов, про которые мы говорили в предыдущем ролике, нам не нужно хранить состояние в принципе. То есть это как? Типа React без редакса? Типа в смысле, в резюме всегда пишут React, запятая Redux, Redux Toolkit. Это как так вообще? Ты что, больной? Вот. А на Angular точно так же пишут про RxJS. Да? То есть у нас есть Angular, и сразу надо RxJS. Вот, обязательно. Без них никакого программирования быть не может. Так вот, в реальности может. Смотрите. Наша реальность заключается в том, что у нас может быть очень много разных состояний, которые приходят хрен пойми откуда. Ну, например, через React хуки, через контексты, через X-стейты, через Apollo клиенты, фетчи разные. То есть через Redux у нас с кучей разных мест может прийти состояние. И мы должны понять, это доменная логика, это что-то из интернета пришло, это state, это авторизация. Но самая главная проблема, а что если мне это состояние больше не нужно? То есть, если мы говорим про Redux, то очищать state может быть проблемой. Потому что мы не можем дропать и пользоваться domain-driven разработкой, честно. Вот, потому что наше состояние, оно на состояние всего приложения. Мы можем, конечно, сделать микро-веб-апс с кучей маленьких состояний и потом как-то их выключать из памяти и удалять, но это геморрой. Вот. Куда как прикольнее выглядит Common Query Separation в данном случае. Если мы захотим все-таки двигаться в сторону состояния, то Common Query Separation это куда как круче. По сути, как это выглядит? У нас есть машина возможных действий. Что может произойти в нашей машине, в нашем приложении? Похоже на Redux, да? Только у нас именованные константы. Так вот, машина экшенов говорит, произошел такой экшен. Хочешь с ним что-то делай, не хочешь ничего не делай, просто она анонсирует. Она не меняет состояние и не требует никакой мутации состояния. Просто говорит, произошло действие, мы вот это данные куда-то положили. И ты можешь подписываться напрямую, ты можешь ходить за данными. Ну, в общем, это неплохая идея. Потому что современные UI выглядят примерно вот так. У нас есть какая-то логика, например, комментарии, компонентики какие-нибудь. У нас есть какие-то контроллеры, компоненты, которые просто ходят за данными, что-то куда-то оркестрируют, бизнес-логику, вот, в отображение, да? И у нас есть модель. И вот эта вот модель, если мы используем любой state management, она вот такая большая, она займет у нас практически все время разработки. Потому что надо управлять сторами. По сути, если обобщить, мы как фронтенщики начинаем пробовать, вот у нас есть бэкэнд, и мы пытаемся этот бэкэнд реимплементировать очень костыльным способом на фронте.
Вот у нас есть бэкэнд с базой данных, state является базой данных. И мы теперь ходим туда что-то и ложим. Ходим, так может нам просто брать вот и как базу данных и использовать, то есть у нас будут таблицы, да, мы будем таблицы объектов заполнять по ключам, по айдишникам и пользоваться этими айдишниками для того, чтобы извлекать и сохранять, и нам тогда не нужно заниматься мутациями объектов, и редакс говно в этом случае, если мы хотим вот такое вот. А зачем оно нам может потребоваться для офлайн режима? Серьезно. Вот. Короче, у нас вот эта вот работа с состояниями начинает состоять из 3 больших частей. У нас есть storage, это куда мы сохраняем. У нас есть update state и реактивность. Это какое-то поведение на UI, связанное с тем, что данные изменились. Все фреймворки поддерживают их одинаково. Да? Они не будут перерисовывать ту часть, где данные не поменялись. Они все одинаково работают сейчас. Вот. Но большие сайты неожиданно работают по-другому. У них практически нигде нету состояний. Давайте вот посмотрим. У них есть такое понятие, как домены. Да, например, сабдомены. Типа у нас есть, ну, например, возьмем просто e-commerce, да, магазины, то есть одно из 3 наших больших направлений. Есть система с платежами, есть система с какими-то заказами, какие-то доставки, кастомеры, ну и в общем. Мы не делаем огромное мега-состояние, мега-стейт для того, чтобы вот этим всем управлять. Мы даже не делаем мини-апы, чтобы этим всем управлять. Мы режем все по доменам. Если я перешел из одного домена в другой, я в целом больше в этих данных не нуждаюсь. Я хочу о них забыть, все, оставить их в покое. Например, хорошим примером в этом случае будет являться GitHub. То есть GitHub многие из вас пользуются или пользовались, или будут пользоваться. Вот. У него каждая страница на сайте, и по сути есть этот мини-ап, то есть с домен. Да? То есть каждая страница свой домен. А как они живут в современном мире без состояний, без реактов, без ничего? А все очень просто. Они живут так, как жили сайты 100 лет назад. Есть страница, а на странице есть какие-то виджеты. И эти виджеты динамические. Но как только ты ушел со страницы, все забылось. Но чтобы в виджете хранить состояние, не нужна никакая дополнительная мегабиблиотека. Достаточно использовать, например, если в React это контекст. А в Angular это может быть просто отдельный контроллер какой-то или сервис, который будет просто, или DTO-шка, которая просто в себе будет это состояние хранить, и когда этот виджет будет удален из памяти, удалится из состояния. Этим намного проще управлять, не городятся никакие огороды, не нужно разбираться в функциональном программировании. Все это, оказывается, не нужно. То есть это вся сложность выдуманная. Вот. В данном случае хорошим будет тоже направлением, чтобы посмотреть, если вы вдруг с React пришли, то будет, например, Next. Хоть мне он по многим причинам не нравится, но все-таки сама идея вот этих вот доменного разделения здесь показана хорошо. В том плане, что каждая страница это по сути самостоятельное приложение. Оно может выполнять свои функции независимо от других страниц. И вам не надо сидеть и думать, а как мне пробросить состояние с этой страницы? Так никак, вот не надо тебе, воссоздай, если тебе надо данные еще раз, ну так запроси их еще раз. Ну и все. Вот. И если у тебя эти данные откэшировались, например, каким-нибудь GraphQL, ну так здорово, возьми их из кэша, а потом, если надо, забери еще раз с сервера, если сомневаешься в их актуальности. Потому что состоянием на фронте и вот эмуляцией базы данных на фронте большая проблема, потому что на сервере данные могут измениться в любой момент. То есть вы только забрали данные, они уже изменились. У вас уже не актуальные данные, а вы сидите, мутируете, хотите реже ходить на сервер. Здорово, но вы работаете с неактуальными данными. То есть вы сразу делаете офлайн режим зачем-то и тратите туда очень много усилий. Если он вам действительно нужен, а, как я говорил в предыдущем ролике, критерий хорошего сайта – это прибыль, сайт должен быть прибыльным, то, наверное, если это не является прибыльной фичей, то, наверное, вы делаете это зря. Но в каких-то случаях действительно это нужно. Ну, например, если бы мы делали, скажем, фигму с нуля, то мы тоже бы не использовали ни Redux, ни Zustand, ничего. Мы бы использовали, например, React контекст, который бы позволил бы нам реализовать примерно все то же самое. Вот. Как-то так.
Короче, я к чему веду? Есть статичные сайты, есть динамичные сайты. И у статичных сайтов, статичным сайтам легко стать большими, а динамичным сайтам тяжелее, притом кратно, просто это как научную работу написать. То есть приложение может стать просто очень тяжелым в разработке и поддержке. Короче, последняя тема на сегодня, давайте ее, соберитесь, давайте выдохнем и соберемся. Последняя тема на сегодня. Что не так с интернетом? И вообще, то, что я вам говорю, в целом не так с разработкой. Но с интернетом тоже есть проблемы. С ним тоже кое-что не так. Смотрите, нам часто говорят, если вы посмотрите внимательно по конференциям, докладам, пообщаетесь с разработчиками, что сайт недостаточно оптимизирован. Весь сайт должен весить там 2 мегабайта, как минимум. Он не должен весить 5 мегабайт или 20 мегабайт или 30 мегабайт. Хотя современные сайты чанками с нашими состояниями, редаксами, фреймворками могут весить и больше. А в противовес этому всему у нас есть мобильные мобилки, мобильные приложения. Мобильные приложения неожиданно зачастую весят сильно больше, чем 2 мегабайта. Скачайте Инстаграм, посмотрите, сколько он весит. Хорошо, если 500 мегабайт. Так вот, нам про все это говорят, нам говорят, смотрите, вот у нас есть идеальный инструмент для веб-разработчиков, называется Google PageSpeed Insight. И Google PageSpeed Insight позволит вам очень-очень-очень хорошо все заоптимизировать, если вы продаете сайты, которые именно для продажи. Но смотрите, в чем проблема. Если мы в Google PageSpeed Insight будем сильно оптимизировать, играться по параметрам, то, конечно, мы можем догнать сайт до каких-то невероятных результатов, которые позволят сайту быстро грузиться и решать задачу. Но зачастую наши сайты сами по себе, если они являются публичными и используются для продажи чего-то, они являются говном. Потому что контент, который есть на сайте, ради которого пользователь приходит, занимает не все 100% этого сайта. Скорее всего, он где-то 50/50 балансирует со всякими рекламными, рекомендационными и всякими штуками, которые пользователю не нужны. Он пришел за этим и пробирается через рекламу. Неважно, придете вы на Facebook и будете такие, боже. Или это будет Instagram, ой, боже. Либо TikTok, да? Вас обольют помоями рекламы. То же самое с сайтами, они все невзрачны. И на телефоне это на самом деле еще не так сильно в глаза бросается, чем на десктопе. Поэтому и не только, есть такой подход, который называется Mobile First Design Approach. То есть, если мы тут говорили про компонентики, про состояние, про выбор фреймворка, про все вот это, то у нас есть еще одна задача. А как сайт сделать? Под какое-то устройство? Да? То есть нам его делать под компьютер, под планшет или под телефон. Так вот, правильным, наверное, решением будет сегодня, если вы делаете сайт для конечного пользователя, который не является профессионалом или это не его рабочий инструмент, делать mobile first. Это не responsive. Mobile first – это когда мы делаем в первую очередь для телефона и потом потихонечку увеличиваем площадь нашего приложения, чтобы он красиво выглядел на больших устройствах. Responsive – это наоборот. У нас есть компьютер, и мы пытаемся что-то с компьютера засунуть в маленький телефон. И, как видите на картинке, стакан целиком в телефон не влазит. Но если бы мы даже в эту сторону двинулись, то мы столкнулись бы вот с чем. Может куда как быстрее и круче сделать сайт, который был бы просто оптимизирован изначально под всякие движки, браузеры и прочее, и рендерился бы крайне быстро, эффективно, и показывал крутые продвинутые анимации, и мы бы не страдали ни HTML,
ни с CSS, ни JavaScript, а все было бы за нас уже кем-то сделано максимально эффективно и быстро. Так подумали ребята в Гугле и придумали AMP-формат. AMP-формат как раз решает эту задачу. Мы просто берем данные и засовываем уже подготовленные компоненты. Немножко их там как-то стилизуем по минимуму. Каждый компонент имеет какие-то свойства. Это не React, это не Angular, это веб-компоненты, которые специально сделаны для того, чтобы очень хорошо вести себя на телефоне, планшете и десктопе. Вот. И AMP-форматы, многие ваши социальные сети умеют супер быстро рендерить. Они знают, как этот AMP-формат разобрать на детали, потому что компоненты более-менее стандартизированы и могут как-то там пользователю прям вот дать инстант отображения контента. Что очень круто, если вы делаете, например, сайт новостей. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть понимание, что средний сайт, среднее мобильное приложение на сегодняшний день это где-то 40 мегабайт. 40 мегабайт данных весит сраное мобильное приложение, которое в себе содержит триллион костылей, сплэш-скринов и картинок. В то время как сайты все еще должны быть очень фитнес, затянуты, подтянуты, чтобы даже с современными 5G и 100-мегабитными сетями быстро-быстро отображаться. Потому что есть какая-то прям проблема с тем, чтобы большое количество JavaScript с очень там спрессованного, оптимизированного отобразить в браузере. Все равно нужно время, чтобы его распарсить. Да, есть подходы, чтобы прям вот уже практически распарсить JavaScript на сервере, и чтобы пользователю отдать уже сразу, типа, на рендере. Вот. Но все это еще как-то все сыро. Я к чему веду? Только у 40% людей, то есть только у 40% людей... У 40% людей есть только телефон, нет никакого ноутбука, забудьте, все, люди пользуются телефоном в основном для всех кейсов. И на работе и так далее, для профессиональной деятельности. Люди в целом готовы пользоваться только планшетом, никаким ноутбуком для того, чтобы решать большинство задач. Если они не разработчики. То есть проблема в том, что разработчики делают сайты для неразработчиков. А потом удивляются, а почему они не так пользуются и пишут, что или не пишут, или не пользуются, или денег не платят. А потому что, возможно, даже если вы пользуетесь какими-то метриками, аналитиками, вы не увидите, что люди к вам не приходят с телефона. То есть приходят с телефона, но вы в метрике увидите такую маленькую цифру. А почему? А потому что мало человек придет, ваш сайт не будет рекомендоваться, люди будут знать, что им лучше не пользоваться с телефона, и вы будете видеть в метриках такую маленькую циферку. Вот. И будете считать, что никому не нужен ваш сайт на мобильном телефоне. А зря. Вот. По общим тенденциям, люди просто перестают пользоваться десктопными компьютерами в общей массе. Вот такие вот дела. Плюс наши сайты, которые в интернетах становятся говном. То есть людей приучают в том, что сайт это говно. Вот на телефоне удобное мобильное приложение, бери и пользуйся. Потому что, ну смотрите, ну что это такое? Вот когда ты заходишь на сайт, тебе выпрыгивает на пол экрана там разрешить куки, подписаться, пуш-нотификации, туда-сюда. Ну не хочется через это пробираться. Помимо всего прочего, если я говорил, что есть, вот, например, AMP направления, куда пошли сайты, которые вот решили просто вот этот весь путь разработчика оптимизировать для конечного пользователя, то, с другой стороны, они повернулись попой и пошли в другую сторону. Они решили сказать, что мы прогрессивные, мы будем делать прогрессивные приложения, а это значит много-много денег. Чтобы на телефонах, Android, iOS мы могли показывать максимально быстро, максимально быстро контент, чтобы пользователь всегда потреблял контент. И чтобы мы могли бороться вот с этими показателями производительности в Google PageSpeed Insight. Но оказалось, что прогрессивные приложения, они все равно говно, вот, потому что самая главная сила прогрессивных приложений, если пользователь установит это на рабочий стол через иконку, но никому это не выгодно, потому что продавать себе мобильные приложения куда как удобнее. Мир сейчас смотрит в сторону Ruby on Rails и выковыривает оттуда последние интересные идеи.
А основная крутая идея Ruby on Rails была в том, что а давайте не будем плодить сущности. Ну вот давайте вот так вот замедлимся. Давайте не будем плодить сущности. У нас будет договорка, что мы пользуемся для HTML вот такой штукой, для CSS вот так мы его пишем, JavaScript, бог с ним, вот так. Бизнес-логику пишем вот только вот так и никак иначе. Самый быстрый код, самый короткий код. Если есть вариант написать побольше и поменьше, берем вариант, где надо писать меньше. И вот таким вот образом мы решаем, этот код хороший, этот код плохой. Так как у нас есть договорка, где что лежит, мы договариваемся о папочках, об именовании, о каких-то конструкциях, то в целом мы можем писать плагины поверх наших проектов. Все проекты одинаковые, все проекты однообразны. Разработчикам легко переходить с одного проекта на другой. Вот. Это Ruby on Rails. Вот такая идея. Как говорится, договоренность выше всего. Да. И они молодцы, они прошли хороший путь, и до сих пор, я знаю, делаются стартапы на Ruby on Rails. Так что мы двигаемся в сторону Next.js, сервер-сайт рендеринга, SSD, SSR, client-side и так далее. Суть в том, что нам все равно нужен CDN в конечном итоге. Если мы занимаемся вебом, в конечном итоге наш сайтик должен попасть на CDN. Если он этого не делает, то пользователи будут грустить. Да? Нам надо размещать наши странички как можно ближе к нашим конечным пользователям. И это еще одна задача, которая падает на плечи разработчиков. То есть помимо того, что нам надо знать HTML, CSS, JavaScript, выбрать фреймворк, нам надо решить, как мы будем делать приложение. Mobile First, Progressive, либо AMP. Потом нам надо все еще заоптимизировать, пожать и запузырить в CDN. Видите, как много разных задач нам надо решить, чтобы быть успешным веб-разработчиком. По крайней мере, в этом надо разобраться. Вся эта дорога, то, что я вам описываю и показываю, она полна всяких какашек и крутых блогеров, которые рассказывают, что вам надо, конечно, попробовать самые свежие какашки. Вот. А я же, в свою очередь, хочу сфокусировать вас на самом важном. Что вам важно именно пролистать базу, научиться с ней эффективно работать. Потом выбрать какой-нибудь один фреймворк, на котором вы сможете очень быстро создавать страницы, наточить свой навык. После этого отказаться от всяких стейт-менеджментов и попробовать без них поделать domain-driven разработку. То есть поделать отдельно независимые страницы, которые каждая будет пускай ререндериться. Пускай это будет сервер-сайт рендеринг. Он доступен на любом фреймворке на сегодняшний день. И после всего этого, когда вы сможете собирать быстро странички, которые самостоятельно все выполняют, научитесь их складывать и рендерить ваш сайтик куда-нибудь на сервер, чтобы все странички упали на CDN. Как только вы это сможете, вы сеньор-разработчик веба. Вот. Потому что есть альтернативы. То есть, если вот этот пайплайн кажется очень долгим, муторным и непонятным, вы можете пойти в мобильную разработку. Потому что в мобилках, вот настолько все просто. Вы делаете неожиданно приложение под мобилку, у вас нет вариантов десктоп, телевизор, машина, да, то есть вы делаете под мобилку, вы не распыляетесь, у вас есть компоненты, которые вам не надо придумывать, вы берете стандартные, и стандартными компонентами собираете интерфейсики. Вау! Вроде бы они не будут выглядеть супер-пупер. Да, кто вам сказал? То есть на стандартные компонентики есть куча разных тем. То есть вы ныряете в мобильную разработку и делаете на стандартных компонентах UI-чики. Почти весь тот же самый сценарий, кроме CDN. Вместо CDN вы деплоите в Store. То есть как минимум купите себе лицензию, задеплойте пару раз приложение в Store. Все. И вы тут тоже практически сеньор-разработчик мобильных приложений. Притом есть хорошие современные подходы их делать. Есть альтернативно третий вариант. Вы можете научиться делать чат-ботов, потому что сейчас все находятся в социальных сетях, и даже ваш навык делать чат-ботов кому-то может пригодиться, и за это готовы платить деньги. Вы можете научиться делать чат-ботов с помощью различных сервисов, которые полным-полно на рынке, и продавать эти услуги отдельно. Вот, например, вместе с AMA CRM и всякими другими штуками. Выбор за вами.
На этом у меня все. Давайте повторим просто под конец все, что мы узнали. Сайт – это площадка для целевого действия. И все. То есть мы делаем только одно действие на сайте, и это должно приносить деньги. Тогда наш сайт хороший. Сайты бывают для потребления, контента и учета и производства. То есть для 3 направлений в основном. А все остальные направления – это комбинация. Вот. Хороший сайт – это прибыльный сайт. Это не сайт, сделанный на React или на каком-либо современном фреймворке. Это просто хороший сайт, который прибыльный, он приносит деньги. На этом у меня все. Я надеюсь, что вы поставили лайк, оформили подписку, написали комментарий. Вообще пишите вопросы, если вам интересно какие-то другие темы, связанные с веб-разработкой, или где вы споткнулись и что вам мешает построить успешную карьеру в IT. Пишите. А на этом у меня все. Увидимся в следующем ролике. Пока.